Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. Я рада приветствовать гостей, новичков на своем канале. Добро пожаловать, заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео. Обязательно заглядывайте в плейлисты, узоров очень много, поэтому они так скомпонованы по тематикам, так скажем, да. Рельефные узорчики, узорчики для палантинов, узорчики для шали и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, надеюсь, видео вам понравится. Вы оставите свои лайки, напишите свои комментарии. Не забудьте подписаться на канал, чтобы вы не потерять, и нажимайте на колокольчик, так вы узнаете, когда выйдет новое видео на моем канале. Своим постоянным зрителям, своим подписчикам, подписчицам, мастерицам, мастерам огромнейший привет. Слова благодарности, вам большая группа поддержки. Сижу же с переводчиком, с Google переводчиком перевожу, что вы пишете. Очень много добрых, теплых слов. Спасибо вам огромное, вы большие фантазеры, у вас много идей. Классно. Итак, я к вам с новым узорчиком. Пусть это будут наши старые ниточки, мы с ними уже работали, да, но в моей, получается, в палитре появился новый цвет. Ниточка Yarn Art Baby 100% акрил, а цвет, так, сейчас скажу, вот он, 3017. Он такой темно-розовый, как он еще называется, чайная роза, пыльная роза, да, вот такой вот. Ниточки Yarn Art Baby. Новички, кто не знает, 100% акрил, моточки у меня небольшие, специально для образцов, 50 грамм, 150 метров. Есть моточки большие, там, где в 100 граммах 300 метров, так что это то же самое. Так, что он говорит производитель? Берите вот крючок 3,5 миллиметра, так, и у вас все получится. Мы хотим, чтобы у нас все получилось. Берем крючок вот 3,5 миллиметра, да. Итак, давайте начнем вот с такого вот цвета. Он очень красивый. Так, кто давно на канале, знают, что я делаю небольшие образцы буквально в районе 30 петелек, так. А сегодня у нас, получается, раппорт узорчика будет состоять из 10 петелек. И мы с вами должны будем дополнительно набрать еще, получается, 7 петелек. Так что давайте мы с вами наберем 37 аж воздушных петелек, чтобы красиво был, да, узорчик, чтобы не разрывался. Итак, петелька фиксации, все как всегда. А теперь набираем с вами 37 воздушных петелек. Поехали. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Угу. Вот. Далее давайте наберем 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Это будут 3 петельки подъема. Далее считаем пятую петельку от крючка. Раз, два, три, 4, 5. Накид. И вот в эту пятую петельку вводим крючок, вытягиваем ниточку и провязываем столбик с накидом. Раз. То же самое, накид. В следующую петельку цепочки вводим крючок, вытягиваем ниточку, провязываем 2 петельки. Раз. Угу. И вот так вот до конца ряда давайте провяжем, так, чтобы у нас с вами устойчивое, так скажем, основание узорчика было. Вот. Новички, конечно, аккуратненько делают, стараются, да, опытные мастера быстренько сделали, дальше перемотали, побежали вязать дальше узорчик. Первый ряд набирается всегда чуть дольше, чем остальные, поэтому сильно не тушуйтесь, не переживайте. Все мастера набирают первый ряд чуть подольше, зато будет аккуратненько, зато будет ровненько, зато будет классно. Итак, если вы набрали точно так же, как и я, 37 воздушных петелек, то у вас должно получиться 37 столбиков с накидом. Проверяйте себя, договорились? Давайте до конца ряда аккуратно, а в конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, какая красивая, да, получается дорожка. Цвет обалденный, конечно. Камера, кстати, передает такой, какой надо цвет. Итак, смотрите, провязали до конца, я посчитала, у меня 37 столбиков получилось. Но здесь я хочу показать новичкам и хочу сама переключиться на новую ниточку. Смотрите, мы, получается, новички. Смотрите, последние 2 петельки, да, столбика, вот именно последние 2 петельки, я вот распустила чуть-чуть. Мы провязываем новым цветом. Если вот вы хотите научиться поменять цвет, да, то смотрите, мы провязываем новым цветом, новой ниточкой. И получается у нас на столбике на этом еще видно, что у нас такая наша чайная роза, да, пыльная роза, розовый такой цвет. То есть, а потом начинается уже по вязанию, по узорчику, белая ниточка. У меня должно быть 3 воздушные петельки. Раз, два, три. То есть вы дальше уже вяжете, если у вас будет другой узорчик, по узорчику. Подтянули беленькую, подтянули вот эту вот розу, поворот. И теперь мы с вами должны будем провязать 5 столбиков с накидом. То есть верхушку каждого столбика вводим так вот крючок, вытягиваем ниточку и провязываем 2 петельки, 2 петельки, раз столбик с накидом, следующий 2 петельки, 2 петельки, 2 столбик с накидом,
3, 4 и 5. Вот это вот 3 петельки подъема, да, то есть как бы имитация столбика. Это и будет наш вот дополнительный, скажем, кромочный столбик, так, чтобы он нам красиво делал наш узорчик. Что делаем дальше? 2 накида. Дальше верхушки вот 2 столбиков пропускаем. Раз, два. И в третью верхушку ныряем. Вводим крючок, вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2, 2. У нас получается вот такой вот косой столбик, да. Либо если так вот повернуть, то арочка. Делаем 3 воздушные петельки. Раз, два, три. А теперь работаем вот с этой арочкой. Ныряем в арочку, делаем накид, ныряем в арочку и провязываем первые 2 петельки. Стоп. Накид, ныряем сюда же, вытягиваем ниточку, провязываем первые 2 петельки. Стоп. Третий раз точно так же делаем. Стоп. И четвертый раз точно так же делаем. Стоп. И когда у нас на крючке будет 5 петелек, мы их все вместе провяжем, зафиксируем. 1 воздушная петелька. Пропускаем опять 2 столбика. Раз, два. И с третьего столбика начинаем провязывать 5 столбиков с накидом. Раз столбик с накидом. 2 столбик с накидом. 3 столбик с накидом. 4 столбик с накидом. И 5 столбик с накидом. То есть вот какая у вас получается красота. Столбики, а между ними вот такой вот треугольничек наискосок, да? Как вот его назвать? Треугольничек. Опять столбики с накидом. Делаем 2 накида, да, на крючок. 2 петельки пропускаем, 2 столбика. И в третью, в верхушку третьего ныряем. Вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. Раз, два, три. Еще у нас такая вот косая наша арочка, да, получается. Далее 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И провязываем вот в эту арочку 4 неполных столбика. Раз, два, три, 4. Когда на крючке 5 петелек, мы их провязываем все вместе. Зафиксировать. Воздушная петля. Опять пропускаем 2 столбика. И с третьего начинаем вязать 5 столбиков с накидом. Понятно, да? То есть все то же самое. Точно так же. Вы сейчас провязываете 5 столбиков. Потом вот такой вот треугольничек. И так далее, далее. До конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Договорились? Давайте, несложно. У вас получится. Так, ну что, у вас получилось? Я надеюсь, да. Итак, вот мы провязали последние 5 столбиков с накидом. И мы договаривались, что у нас с краешку будет, да, как и в начале. Вот, за третью петельку подъема, вот, ну, назовем его кромочный столбик, да. В вязании спицами есть кромочный, пусть мы их здесь назовем кромочный. Вот так вот 6 столбик. Далее, этой же ниточкой делаем 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. И теперь смотрите, вот эти столбики, которые мы провязали, 5 штук, мы их точно так же и провязываем. Столбик с накидом раз. Столбик с накидом 2. Столбик с накидом 3. Столбик с накидом 4. Столбик с накидом 5. Угу. Все, дальше смотрите внимательно. Делаем 2 воздушные петельки. Раз, два. И вот там, где мы делали 3 петельки, помните? Да, вот в нашем треугольничке первые 3 петельки делали. Вот сюда мы ныряем в эту арочку, провязываем столбик без накида. 2 воздушные петельки. И дальше шагаем. Следующие 5 столбиков провязываем нашими столбиками. То есть ничего сложного. Раз, два, три, 4, 5. 2 воздушные петельки. Раз, два. И затем в нашу арочку из 3 воздушных петелек, вот в эту арочку, да, в нашего треугольничка, ныряем в нее и провязываем столбик без накида. Опять 2 воздушные петельки и те же самые 5 столбиков с накидом. Не сложно? Не сложно. Вот у вас должна получиться вот такая вот красота. Да? Давайте до конца ряда самостоятельно, а там я вас встречаю. Так, смотрите, вот что у нас получается по итогу. Далее мы провязали 5 столбиков с накидом, но у нас же еще есть, получается, 3 петельки подъема, помните, да? Вот мы ныряем, делаем накид, ныряем в третью петельку подъема, вытягиваем ниточку, провязываем один раз 2 петельки, раз, а последние 2 столбика мы провяжем уже новой ниточкой. Вы можете брать ниточку, с которой начинали, вы можете продолжать этим же цветом, вы можете брать уже другой цвет, третий, да, то есть на ваше усмотрение здесь вас никто не ограничивает.
Самое главное, 2 последние петельки провязать новым цветом. Так, вот эту вот нашу пыльную чайную розу сильно не тянем, чтобы край не зажулькать. И по узорчику у нас должно быть 3 петельки подъема. Раз, два, три. Дальше беленькую подтягиваем, а вот эту розовую я не трогаю, потому что я затяну ее, вот так вот все зажулькается. Понятно? Все, розовенькую так держу, оставили. Поворот. А теперь внимание, смотрите. Наша задача теперь провязать все то же самое, что мы провязывали в первом белом ряду, но с небольшим смещением. Итак, 3 петельки подъема сделали. Делаем 2 накида. Дальше пропускаем с вами 2 столбика. В третий столбик ныряем, верхушку третьего столбика. И провязываем столбик с 2 накидами. 2, 2, 2 петельки. 3 воздушные петли. Раз, два, три. И теперь провязываем нашу вот эту арочку. 4 неполных столбика с накидом. Раз, накид сюда же. 2, накид сюда же. 3, накид сюда же. 4. А теперь, когда 5 петелек на крючке, мы провязываем их вместе. Зафиксировали. Воздушная петелька. И, смотрите внимательно, получается, мы здесь 2 столбика пропускаем, а вот здесь вот в арочку, которая из 2 воздушных петелек, ныряем. И здесь провязываем 2 столбика с накидом. Раз, два. Далее у нас, помните, был столбик без накида. Так, в него в верхушку ныряем, провязываем 3 столбик с накида. И следующая арочка из 2 воздушных петелек, в нее провязываем 2 столбика с накидом. То есть по итогу, да, у нас с вами получается опять 5 столбиков с накидом, как и здесь. Так. Дальше что делаем? Опять делаем 2 накида, пропускаем 2 столбика, в третий столбик в верхушку ныряем, вытягиваем ниточку, провязываем столбик с 2 накидами, 3 воздушные петельки и ныряем в нашу арочку, которую мы только что сделали, провязываем 4 неполных столбика с накидом, с одной вершины потом вместе провяжем. 3, 4, вот 5 петелек на крючке, провязываем их вместе, фиксируем, воздушная петля. И опять то же самое, 2 столбика с накидом в арочку, раз, два, 1 столбик с накидом в столбик без накида предыдущего ряда, и опять в арочку 2 столбика с накидом. Понятно? Все как бы те же самые наши столбики, те же самые наши треугольнички, все то же самое по итогу получается. Но немножко сместили. Давайте самостоятельно до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Как вам? Здорово? Да? И несложно. Смотрите, опять тем же цветом. Вот мы закончили, пропустили 2 столбика. И в последние вот эти вот 3 петельки мы провязали наш столбик с накидом. Дальше опять делаем 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Поворот. И теперь, смотрите, получается, мы с вами здесь должны будем провязать 2 воздушные петельки, вот по узорчику, да, помните? Раз, два. По итогу у нас здесь получается 5 воздушных петелек. Дальше присоединяемся вот к нашей, получается, арочке из 3 воздушных петелек и провязываем столбик без накида. 2 воздушные петельки и следующие 5 столбиков с накидом провязываем как 5 столбиков с накидом. Все. То есть мы с вами повторили второй ряд, который мы провязывали белой ниточкой, да? Только опять же тоже сместили, как и наш вот первый ряд розовой ниточкой. Все, получается сам узорчик это 2 ряда. Понятно? То есть просто с небольшим смещением. Давайте сейчас до конца ряда провязывайте самостоятельно. 2 воздушные петельки, да? Вот мы в арочку нырнули, столбик без накида, 2 воздушные петельки и опять провязываем 5 столбиков с накидом. Здесь несложно, вы уже умеете, вы уже знаете. Давайте до конца ряда, в конце ряда я вас встречаю. Итак, смотрите, получается, провязали, да, в нашу вот эту вот арочку столбик без накида. Я сделала 2 воздушные петельки, и вот здесь смотрите внимательно. Вот у нас было 3 петельки подъема, так, вот мы ныряем в третью петельку, провязываем наш столбик с накидом, и вот здесь опять переключаемся на новую ниточку. Вы можете на новую ниточку, которая была у вас здесь, вы можете вообще на новую ниточку. Возможно, это будет у вас узорчик из остаточков ниток. То есть это вполне логично, вполне и красиво это будет получается. Итак, 3 воздушные петельки подъема. Подтянули розовую, беленькую не подтягиваем, чтобы край не зажулькать, поворот. И теперь, смотрите, вы будете провязывать все точно так же, как вы провязывали в белом ряду. Вот оно преимущество, показывать вам узоры в разных цветах, да? То есть теперь точно так же. В арочку первую ныряем и провязываем 2 столбика с накидом. Раз, два,
Там, где столбик без накида, столбик с накидом. Помните, да, провязывали в розовом ряду. И следующая арочка опять 2 столбика с накидом. Раз, 2. 2 накида, пропускаем 2 столбика, в третий столбик провязываем наш вот этот вот косую, так скажем, косой столбик, делаем арочку. Все, а дальше тут уже треугольничек, вот то же самое. Ну скажите, не сложно, да? Давайте провяжем несколько рядочков и посмотрим, как это будет классно смотреться. Угу. Давайте, встречаемся через несколько рядочков. Так, смотрите, провязала несколько рядочков. Так, и смотрите, хотела уточнить момент какой. Когда вы провязываете там, где выравнивается у вас ряд, видите, да? То есть у вас были вот такие подушечки, треугольнички, да? А следующий ряд, получается, выравниваете. Все. И вы, получается, в этом моменте можете закончить свое вязание. То есть подрасчитать так, что дальше вы просто провязываете все столбиками. Ну, может быть, у вас столбики с накида, может, без накида, да? И вот так вот и шагаете. То есть вы шагаете в арочку. Сколько воздушных петелек, столько и столбиков. Так. Дальше столбик без накида, столбик с накидом. Опять сколько воздушных петелек, то есть 2 воздушные петельки. Здесь будет у вас 2 столбика. Удобно же? Удобно. То есть ничего не нужно выдумывать, придумывать. Все, и дальше опять. Там, где столбики с накидом, так вы их и провязываете столбиками с накидом. Вот, то есть как начали изделие, так и закончили. Что это у вас будет? Плед это у вас будет, жилетка у вас будет, кардиганчик это у вас будет, наволочка это у вас будет, да? То есть, возможно, это будет как бы основа для сумочки, для рюкзачка. То есть, пожалуйста. Материал используйте любой. Да, то есть это может быть у вас и тоненький хлопочек для топика, и может быть полиэфирный шнур для сумочки, для рюкзачка. То есть это на ваше усмотрение. Угу. Видите, как получается? И по итогу, то есть как мы начинали, да, так у нас и заканчивается, да? Давайте довяжу до конца и потом с вами замеряем. Так, смотрите, провязала я, да, обвязочку до конца. Все ровненько, все аккуратненько, как мы начали, так и закончили. В общем, по итогу что получается? Честно, я думала по схеме, что узорчик будет плотнее. Так? Но на то не образцы, что мы увидели, как он будет смотреться вот данной пряжей. А на будущее, я так понимаю, что если вязать, например, этой же пряжей этот узорчик, то буду брать крючок, наверное, меньше. То есть не 3,5, а 3, возможно. Так? Ну или, естественно, использовать его, получается, не для плотных вещей. Возможно, это может быть легенький пледик, это может быть кардиганчик, кофточка такая, скажем, ажурная, воздушная. Видите, за счет воздушных петелек вот так вот очень хорошо тянется. Данный узорчик, думаю, будет шикарно смотреться в палантинчике. Так, накидушечки, сидушечки и так далее. Идеи бросайте в комментарии, где можно использовать. Давайте посчитаем. Если мы с вами набирали 37 воздушных петелек, то сколько это будет у нас в сантиметрах, если это же плотность вязания, допустим, этот же крючок, а это же ниточка, да? По итогу у нас получается, ну, вот так вот 20 сантиметров. Интересно. Тут давайте посмотрим. Получается у нас на каждый цвет по 2 ряда. 2, 4, 6, 8, 10. И получается 11, 12. Это наша обвязочка. Так, сколько здесь по сантиметрикам? Здесь 15 сантиметров. Ну, в принципе, да. Сам по себе узорчик получается, конечно, большой, но не такой плотный, как я надеялась. Узорчик, смотрите, двусторонний. Вы выбираете сторону, которая вам больше нравится. Но мне нравится вот это. Да? Если, например, для кофточки, для кардиганчика делать. Вот. Цвет, вот данный вот этот, пыльная чайная роза, обалденный. Он, конечно, классный. Долго думала, с чем его сочетать. Потом думаю, ну, буду делать с беленьким цветом. Белый ко всему подходит. Итак, я надеюсь, видео вам понравилось. Оставьте обязательно свои лайки, напишите комментарии. Так, жду от вас очень интересные, очень теплые комментарии с большими идеями. Не забудьте подписаться, кто еще этого не сделал, на канал. Так, потому что впереди много новых и интересных видео. Нажимайте на колокольчик, так вы узнаете, когда видео появится на канале. А также большая к вам просьба. Под видео находится стрелочка, поделитесь с друзьями, нажимайте на нее, делитесь в разных соцсетях. Заранее спасибо большое. Ну и спасибо большое, что досмотрели видео до конца. Всем пока-пока.